Кроме порчи на хлеб с могил и поминального хлеба, те ведьмы, которые уже в возрасте, очень знаются и любят порчу на сухой хлеб, на сухарики. И часто у порога можно найти подброшенный сухой хлеб-сухарик. Мы можем его замести, подумав, что он случайно непонятно как оказался под дверью. Мало кто знает, что на сухой хлеб делается высушивание человека, на извод его, так называемое иссыхание. Пусть человек ими иссохнет, как иссох и зачерствел этот хлеб. Даже бывали такие случаи, когда подбрасывали такой хлеб в почтовые ящики. И не нужно думать, что вы ни с кем не ругались, что вы со всеми дружелюбны, никому ничего плохого не делали. Никто ни от чего не застрахован. Как раз таким доброжелательным людям ведьмы пытаются навредить, сделать энергетический удар, потому что им положено вредить людям, потому что бесы и будут как бы сами их съедать, если они не будут разносить зло и вредить людям. Порча на сухой хлеб – это подклад заговоренного сухого хлеба на бедность. Хлеб высыхает, финансы семьи Аллы и Юрия тает. Верили, что такой хлеб притягивает нищету как магнит, и семья начинает терять деньги без причины. Такой хлеб подкидывают также в дом, под порог, в личные вещи. А вот подклады, почтовые ящики, сбросы под дверь бывают также маскируют размоченный хлеб с подливанием с мертвого на этот хлеб. Это очень сильный обряд и на бедность, если еще рядом подбросят мелочь. Такой хлеб ни в коем случае трогать нельзя. Старайтесь все это подмести с помощью веника или совочка, которым будете убирать, и спрятать все это в черную или красную тряпку, и все это нужно будет сжечь. Обязательно почиститесь от этой порчи, а еще лучше, если это сделает правильно специалист. Хлебная порча действует очень быстро. Это быстро действующая порча, и человек по непонятным причинам начинает худеть, беднеть, терять вес. Он теряет работу, вроде бы все у него хорошо, есть определенные навыки, но человек слабеет на глазах. Аура человека становится вся в дырах и пробоинах. Ведьмы-бабушки любят также возле дороги делать порчу на размоченный хлеб, бросать размоченный, как кашица, хлеб. И часто люди наступают в него ногой, не зная об этом. Такие порчи незаметны, и люди не догадываются, не понимают, думают, что кто-то кормил, пытался покормить птичек или собачек. Хорошо, если такой хлеб хотя бы склюют птицы. В принципе, хотя бы это все отойдет на птичек. Любой человек может быть жертвой, потому что просто подвернулся под руку. Конечно, если бабушка себя пытается снимать болезни или же с другого человека, с которым она работала, а часто такие бабушки выкатывают на яйца, берут мало денежки, чисто символически, а на самом деле им надо кормить бесов. А бесов кормить надо болезнями, болем, горем других людей. Для этого им обязательны подклады и вред. Если это порча на хлеб, то это идет порча и на здоровье, и на достаток всей семьи. Что же делать, если вам попались такие крошки и такой хлеб, в который вы вступили? Обувь нужно будет сжигать. Самим нужно правильно почиститься в несколько этапов. А что же делать, если вы нашли такие крошки на своем пороге или у калитки? Их нужно правильно сжигать. Если вы не имеете возможности обратиться к специалисту, тогда пытайтесь желательно правильно все это сжечь. Это все сжигается на черной ткани, и руками ни в коем случае не трогать. Нужно это собрать, вынести на перекресток и сжигать с молитвами. Но лучше, конечно, перестраховаться и вызвать специалиста на ликвидацию этой порчи. Помогают все молитвы, также 90-й псалом, в борьбе с темными обрядами, с темной силой. Но иногда бывает недостаточно энергии, происходит выбивание другой энергии. У вас может быть просто недостаточно энергетической мощности, чтобы это снять.
Порча на хлеб, на несчастье, недуги проводится с 12 до 3 часов ночи в пустом доме. Иногда под порогом может быть свежий хлеб. Этот хлеб будто бы манит, но приносит горечь. Это редкий, но коварный вид порчи, означает свежую порчу на измену или потерю любви. Плесневеющий хлеб символизирует болезни, особенно хронические, будто плесень распространяется по телу. Это может быть порча на здоровье, где жертва испытывает постоянно усталость или загадочные недуги, в сочетании с волосами на одиночество, потому что плесень портит отношения. Хлеб с примесями, иглы в хлебе, ссоры, будто колючки ранят сердце. Нити на запутанную жизнь, когда все идет кувырком. Земля с кладбища в хлебе – самый опасный вид хлебной порчи, на тяжелую судьбу или даже смерть, будто хлеб становится проводником из потустороннего мира. Избегайте касаться такой порчи голыми руками. Возьмите веник или перчатки, заметите хлеб в пакет, завяжите его на 3 узла, символ защиты, отнесите подальше от дома, закопайте подальше от дома в безлюдном месте или сожгите под клад на перекрестке, потому что там дороги расходятся, и зло не найдет пути назад, шепча молитву: пусть зло вернется к пославшему. После этого очистите дом, окропите святой водой, зажгите свечу в каждой комнате, словно разгоняя тень. Для усиления защиты уложите на пороге соль или чеснок, природные барьеры от зла.